Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня поговорим об особенностях выпечки ржаного хлеба. У меня очень много сюжетов о пшеничном хлебе, о пшеничном тесте, об особенностях тестоведения. О ржаном хлебе меньше, поэтому буду заполнять пробелы, потому что вопросы повторяются. Итак, в чем особенности ржаного хлеба и как с ним обращаться? Ошибка многих начинающих пекарей в том, что технологии, отточенные на пшеничном хлебе, они начинают применять точно такие же на ржаном хлебе и получают совершенно не те результаты, на которые рассчитывают. Удивляются, не понимают, в чем дело, начинают искать и задают как раз-таки вопросы. Надеюсь, я сегодня на них смогу ответить. Первое и самое важное – в ржаной муке, в ржаном тесте нет такого количества специального белка, глютена или клейковины, которое способно создавать структуру теста. То есть это как бы каркас теста, это его опора, это его позвоночник, скелет, как угодно можно назвать. То есть это скелет теста, на котором оно держится. Такой скелет есть у пшеничного хлеба, есть у полбяного, у спельтового. Самый крепкий у пшеничного, но у ржаного такого нет. Белок этот присутствует в ржаной муке, но в очень небольшом количестве, и он не способен создать устойчивую структуру теста. Что нам это дает? Это значит, что с ржаным тестом нужно обращаться очень-очень аккуратно. От любого встряхивания, от любого удара газ, который накопился при брожении, начинает выходить, и тесто начинает опадать. Поэтому обращаемся с ним очень аккуратно. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что газ, накопившийся в тесте, при, например, выпечке, либо при брожении, при расстойке, он начинает увеличиваться, но тем не менее огромных таких пор, как у пшеничного теста, в ржаном мы не сможем увидеть, потому что газ постепенно начинает выходить из теста, на поверхности теста образуются дырочки, продухи, и это как раз-таки признак выброженного ржаного теста. И когда мы ставим хлеб на выпечку, эти поры опять же не могут слишком сильно увеличиться и растянуться, поэтому при выпечке ржаной хлеб не так сильно увеличивается, как пшеничный. Тем не менее, он увеличивается, он растет в объеме, и очень часто на ржаном хлебе возникают подрывы на корке, разрывы, потому что корочка ржаного хлеба очень тоненькая. Опять же, это не слой глютеновой пленки, который как воздушный шарик может растянуться. Это такая нежная корочка, нежная поверхность, которая при малейшем неосторожном воздействии лопается, трескается. Если сравнивать воздушный шарик и мыльный пузырь, то это скорее мыльный пузырь. Да? У него тоже есть натяжение, но оно настолько тонкое, настолько нежное, что может лопнуть в любой момент. Поэтому мы не можем подавать столько пара при выпечке, как для пшеничного хлеба. Пар мы подаем пшеничному хлебу, чтобы корочка не сохла сразу в первую минуту выпечки и растягивалась. А ржаной не может так растягиваться. Если мы подадим много пара, корочка будет влажной и начнет трескаться в разных местах. Поэтому пар мы подаем, но очень-очень дозированно, очень-очень мало. Только в первые 2-3 минуты выпечки. И даем максимально возможную высокую температуру, чтобы сразу дать импульс на подъем буханке ржаного хлеба, чтобы она начала расти. Немножечко пара, чтобы она могла чуть-чуть растянуться, но не рассчитываем на то, что она растянется сильно. И затем мы убираем пар, проветриваем духовку, чтобы корочка могла схватиться, стабилизироваться и вот в таком состоянии зафиксироваться. В таком случае у вас будет тоненькая корочка ржаного хлеба, он приятно, хорошо поднимется и не будет подрывов. Еще раз повторю, 2-3 минуты пара мало, подаем в виде кипятка в какой-нибудь емкости, в мисочке, либо в маленькой сковородочке 50-70 мл кипятка, не больше. Если вы не видите пара в духовке, это не значит, что его нет, не нужно этого пугаться. Если вы не видите, что вода кипит в вашей емкости, тоже не нужно этого пугаться, она все равно испаряется. Поэтому чуть-чуть пара и убираем, проветриваем духовку, понижаем температуру и допекаем. Не печем ржаной хлеб под колпаком, вернее, печем, но не всегда.
смотря чего мы хотим. Колпак при выпечке пшеничного хлеба имеет ту же самую функцию, что и пар. То есть он сохраняет влагу, испаряющуюся из хлеба, создает пароувлажненную атмосферу, и у нас в этой атмосфере хлеб может спокойно расти первые 15, иногда 20 минут выпечки и увеличиваться в размерах, приобретать красивую тонкую корочку. Мы уже выяснили, что для ржаного такого количества пара слишком много, и он потрескается. Поэтому колпаком мы не накрываем в том случае, если мы не хотим трещин на корке. Если мы хотим гладкую корку, значит мы печем без колпака. Но есть отдельные виды хлеба, такие как, например, финский, либо любые другие ржано-пшеничные ржаные хлеба, которые специально покрываются мучным налетом, специально создается такой художественный каракелюр, художественные трещины, и мы хотим трещиноватой поверхности, тогда можно накрыть колпаком, специально испечь под колпаком, чтобы усугубить вот этот эффект трещин, чтобы получить красивую корочку в трещинках. То есть какая корочка выбирать вам. Вы можете сделать и такую, и другую на ваш вкус, и тогда вы уже знаете, как вам выпекать ржаной хлеб. Если вы будете правильно подавать пар при выпечке ржаного хлеба, у вас всегда корочка ржаная будет тоненькая. Если корка ржаного хлеба толстая и хрустящая, это значит, что хлеб был пересушен. То есть режим выпечки был выбран неправильно. Неправильная либо температура, либо неправильная подача пара, либо время выпечки неправильное, либо и то, и другое, и третье. Итак, к режиму выпечки. Я уже сказала, что коротко мы печем на высокой температуре, максимально возможная температура вашей духовки. Если есть 300, печем на 300 градусах. То есть 300 градусов, 2-3 минуты с паром, затем убираем пар, понижаем до нормальной обычной температуры 210 и еще допекаем, в зависимости от размера вашего хлеба. Можем допекать 30 минут, либо 45 минут, в зависимости от размера вашего хлеба. Готовность ржаного хлеба проверить лучше всего и надежнее всего термощупом. Берем термощуп, втыкаем в хлеб, температура мякиша должна быть готового хлеба 98 градусов. Как только температура достигла 98 градусов, значит хлеб ваш готов. Это самый надежный метод, потому что на внешний вид ржаной хлеб достаточно сложно бывает определить, испекся он или нет. Тем более, если он в мучной корочке, тем более, если он с добавкой, например, солода, и он у вас темно-коричневый, будет сложно понять, испекся он или нет. Поэтому мой совет: приобретите термощуп, и тогда вы будете всегда уверены, что ваш хлеб допекся. А если после выпечки при достижении температуры даже 98 градусов вы понимаете, что хлеб ваш выглядит непропеченным, он почему-то липкий и какой-то странный на вид, это значит, что дело не в выпечке, дело было в ослабленном брожении вашего теста ржаного или в ослабленной закваске. Ищите всегда корень проблемы в самом источнике, в закваске. Как правило, все дело в ней. И чтобы разобраться с ослабленной закваской, с ослабленным брожением ржаного теста, у меня есть отдельный сюжет. Я оставлю вам ссылку в описании, посмотрите, если вы его еще не видели. Ну а на этом все. Надеюсь, мои советы были полезны. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы больше домашних пекарей увидели мои видео. Приходите в Телеграм, будем с вами общаться, обмениваться фотографиями и советами. Ну и с вами продолжим печь и испечем еще очень много всего интересного.